то, что происходит со мной, и то, что происходит с моими тоже глазами каждый раз, когда я что-то вижу, что это работает. То есть мне было интересно, где я могу принести какую-то пользу, то есть что я могу сделать такого, чтобы от этого получать удовольствие, радость, деньги. То есть я начала генерировать просто идеи. Времени, кстати, хватает. Вот это обалденная вещь, стопроцентная вера, что ты заниматься можешь 5 разными вещами, делами, проектами, и хватает и времени, и сил, и азарта, и все начинает получаться. Ты каждое действие делаешь в радости, а когда у тебя настроение хорошее, позитивное, то у тебя не может не получиться просто. То есть я сделала что-то с удовольствием, и мне это удовольствие вернулось еще финансово. То есть это потому что прет, потому что хочется, чтобы люди тоже знали, что может сделать их за 13 даже дней просто счастливее в разы. Когда ты это пропускаешь через себя и делаешь что-то правильное, в правильный день, в правильный тон, вот тогда ты получаешь ответочку вот так. И если тебя цепануло, наверное, всех, то искреннее желание будет просто поделиться. Ну, давай начнем с начала. Ты какой проходишь уже виток по работе? Второй. Что тебя сподвигло вообще к этому прийти? Вообще, твоя реклама, которая у меня выскочила с заголовком «Как я продал деньги» и сделал это еще раз и еще раз. И когда я начала читать, я, конечно, с самого начала вообще ничего не поняла. Интерес от этого непонятного, он как раз-таки и сыграл. И я не ожидала, конечно, что я там увижу какие-то разборы печати. Я не знала, куда я иду, но мной двигал интерес. И этот интерес привел меня туда, куда должен был. Ну вот мне часто говорят, типа, Паша, очень все интересно, но нифига не понятно. А ты говоришь, что тебя как раз зацепило то, что тебе там было непонятно. То есть ты что-то для себя там увидела, что тебя привлекло. Что именно это было? Это был нестандартный подход всех людей, коучей, учителей, прочих людей, кто несет что-то полезное про позитивный позитив, кто никогда не открывал для меня какую-то информацию новую, принципиально другую, без словоблудства. То есть у тебя получилось так, что я услышала сначала видеоразбор про себя, я желтый воин, и я так, знаешь, мне так приятно стало, что это про меня говорят. То есть я прослушала про себя, но в той версии, которой я себя не ощущала. И я уже говорила, что то, что мне дал Хунабот, вот первый виток и вот половиночка второго, это я смелая стала, не такая, какая я была. Поэтому твое предложение, оно чем отличается? Оно уникально тем, что оно разговаривает с людьми на другом языке. Вот в этом для меня лично был интерес. То есть тебя заинтриговало это? Да, меня зацепило. Хорошо, да? Зацепило. Окей, давай дальше пойдем. Какая у тебя была на тот момент в жизни там проблема, потому что человек уже он начинает что-то искать, когда он что-то хочет решить. Что ты хотел решить? Я всегда решала, что мне нужно найти какое-то предназначение, какой-то путь, смысл жизни своей. Мне хотелось понять, все-таки ответить на вопрос. Мне никто не мог ответить на вопрос, кто я, помимо того, что я по знаку зодиака близнецы и какие-то у меня есть там общие черты с близнецами. Мне никто не давал ответ на вопрос, кто я, зачем я и вообще, что я могу. Вот. Хунабот мне каждый день давал, и твои другие видео, и оракул судьбы тоже, знания, от которых просто в 12 часов ночи не хочется закрывать ноутбук, потому что хочется знать, и ты веришь этому. Я не знаю, как ты это делаешь, но я тебе исключительно и безусловно верю, потому что я вижу твои глаза, и то, что происходит со мной, и то, что происходит с моими тоже глазами каждый раз, когда я что-то вижу, что это работает, потому что так, мы так устроены. В общем, для меня это ценно. А зачем тебе надо было узнать твое предназначение? Знать вообще, что я могу и кем я стану, когда я вырасту. Тебе хотелось обрести направление, я правильно понимаю? Мне хотелось всегда, как это обычно связано, например, у людей с работой, с какой-то деятельностью, мне хотелось понять, кем же я могу стать, например, допустим, просто как-то по профессии. То есть мне было интересно, где я могу принести какую-то пользу, то есть что я могу сделать такого, чтобы от этого получать удовольствие, радость, деньги. Хорошо. Вот ты получил для себя, как я услышал, какие-то ключи к своему предназначению, да? Обрела какое-то более, скажем так, тактичное, глубокое понимание себя. Верно? Верно. Хорошо. То есть ты вот эти все ключи получила. Что ты теперь с ними делаешь? Как ты это реализуешь в жизни? Теперь у меня в голове очень много идей. У меня есть много разных бумажек, я их брала, где я записываю свои гениальные идеи.
В Google документах у меня, я не шучу, в Google документах у меня в онлайне есть документ, он называется «Мысли гения». Гений – это я. Ты мне Правильно. сказал, что у меня печать интеллекта. Ты мне это 2 раза сказал, мне этого хватило. Мне за 33 года никто не говорил, что у меня интеллект, и я не верила. А ты мне сказал 2 раза, я поверила, и это сработало. То есть я начала генерировать просто идеи. И сейчас просто я пытаюсь понять, как все это вот, за что взяться. Ну, времени, кстати, хватает. Вот это обалденная вещь, потому что успеваешь сделать то, что надо, то, что хочешь, то, что очень сильно надо, то, что прям дедлайны уже горят. То есть сейчас, я правильно тебя услышал, что ты находишься на той фазе, когда ты получила вдохновение и находишься в таком активном планировании, да? Генеришь идеи для того, чтобы начать воплощать, правильно? Нет, уже воплощаю, уже не Уже генерю. воплощаешь. Генерю, каждый день генерю, но уже воплощаю. У меня уже есть 3 полных проекта, которые в онлайне. Ведь раньше почему-то я считала, что мне нужно искать и остановиться на чем-то одном, и в него всю свою энергию, все свое время, все свое желание, деньги и прочее. Какой-то один. Я могла вот думать, и один вести, и терять интерес. А сейчас есть стопроцентная вера, что ты заниматься можешь 5 разными вещами, делами, проектами, и хватает и времени, и сил, и азарта, и все начинает получаться. Раньше такого не было. Раньше было унылое что-то серое, не то. Ну, были, А конечно, почему какие-то. так? Почему раньше было уныло, а сейчас получается? А сейчас возможности сами приходят в голову. Ну, мысли, они приходят. Что-то приходит творческое. То есть О, интересно. подожди, хорошо. Вот это очень интересный момент. А что ты в себе изменила в процессе вот этих 26 дней участия? Что у тебя появилось вот это вдохновение, осмысленность, тебя стало переть на творчество. Что ты в себе поменяла? Я в себе поменяла то, что я начала воспринимать, например, слова, которые написаны в Хунаботе, как слова, как, так скажем, руководство к действию. То есть я знала, когда проявить какую-то определенную энергию, какие действия нужно сделать в какой-то конкретный день. То есть просто пошагово я знала, что сегодня есть большой смысл коммуницировать с людьми. Это приведет к успеху. И это приводило. Скажи мне, пожалуйста, правильно ли я тебя понял, что ключ к тому, что ты вот была старая Юля, серая, унылая, которая там бегала по этим марафонам бестолковым, которая ничего не получалось, да, и есть вот новая Юля, ты, которая сейчас ведет несколько проектов, которая на энергии, на активе, у которой горят глаза, там есть вдохновение. Правильно ли я тебя понял, что между этими 2 Юлями пролегает осознание своевременности шагов, которые Юля может делать для того, чтобы получать результаты сразу? Да, абсолютно верно. Просто старая Юля не знала, что делать, в какой день и как делать. А новая Юля, она знает, что стоит сделать, чтобы будет правильно, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Это так, оказывается, просто, вот прям на пальцах это можно объяснить. Ты даешь те ключи, которые показывают, что надо сделать, в какой день и в какой энергии. Все. Это вот так. Ты уже вот 26 дней этим пользуешься, 25 почти, 26. И помимо своевременности прилагаемых усилий, действий, какие еще открытия для тебя ты сделала? Когда у тебя есть вера в то, что вот сейчас точно получится, и ты делаешь какие-то шаги, и ты быстро видишь отклик, очень быстро, Ага. ты славливаешь какой-то такой адреналин, который заставляет тебя продолжать. И следующий день, день за днем, у тебя ну как-то вот аккумулируется вот эта вот энергия, и у тебя нет сомнений. У тебя почему-то в голове нет совсем сомнений, что вот это не получится. Я не знаю, каким образом это происходит, но это такая сонастройка с высшим. Просто Вселенная начинает тебе показывать, что ты идешь правильно, то есть делаешь абсолютно правильные вещи. Если еще записывать какие-то за собой такие вот инсайты, ты просто начинаешь понимать, что мы опираемся на тот опыт, который у нас был. И мы часто решения принимаем, исходя из прошлого опыта, как правило, неудачного опыта. Ну, то есть не получилось тогда и не получится сейчас, но чего ты начинаешь. Почему-то так выходит, и это прекрасно, когда у тебя есть знание того, вера стопроцентная, в то, что получится все, и это получается. Можно ли сказать, что ты используешь силу своевременных малых шагов, которые дают результаты сразу, это увеличивает твою радость, у тебя появляется еще больше веры в себя, и ты вкладываешь это в следующие действия и получаешь еще больше результата? Да, потому что ты каждое действие делаешь в радости. А когда у тебя настроение хорошее, позитивное, то у тебя не может не получиться просто. И когда ты понимаешь, что у тебя опять получается, а потом опять, ну ты знаешь, что у тебя и завтра получится, и у тебя завтра опять получается. Слушай, а вот ты сейчас вступила в реферальную программу Хунабота, и теперь ты уже даже вот
вот то вдохновение, с которым ты делишься этим с людьми, своими открытиями, оно очень заряжает, да, и дарит радость, как ты выразил. Да, И ты уже даже деньги заработал на этом, правильно? То есть спасибо, тебе на да. работу уже не только вдохновение приносит, но и деньги. Вчера ты сломал шаблон вообще моих мыслей, мои мысли, мои скакуны, когда человек, которого я внимательно слушаю, который преподносит интересные для меня вещи, когда этот человек выражает благодарность и еще дает за это денег. У меня вчера в голове вот это просто что? Так можно было? Я получила, я сделала что-то с удовольствием, и мне это удовольствие вернулось еще финансово. То есть это классно. И у меня в жизни это впервые. Получается, что ты увидел для себя, что деньги можно получать в удовольствие и вообще не парить. Люди раньше говорили такие фразы, но я не понимала, как у них происходит вообще. Я верю, что у этих людей происходило, но когда ты на себе, когда ты что-то читаешь, это одно, когда ты на себе чувствуешь, и когда ты искренне что-то человеку рассказываешь, рекомендуешь просто, и ждешь как бы спасибо, окей, спасибо, я знаю, что такое, но когда тебе еще прилетает, ты никогда этого не видел, ты никогда этого не знал, что так бывает, а так оказалось, что бывает. Я вчера, конечно, прям сломала голову, ну, я потом поставила ее на место, но мне было очень классно. Ну, то есть тебе понравилась вот эта механика партнерская, когда ты просто рассказываешь о том, что тебе заходит, что у тебя такие-такие результаты в жизни, людям это тоже полезно, они выигрывают от того, что они начинают этим пользоваться, и тебе, как реферальному партнеру, еще и благодарность за это заведение. Тебе Так я понравилось? людям, очень понравилось, я людям рекомендую от чистого сердца и рекомендовала до того, как ты ввел эту программу. То есть если бы ты не ввел, если бы этого не было, я бы рекомендовала просто бесплатно, потому что прет, потому что хочется, чтобы люди тоже знали, что может сделать их за 13 даже дней просто счастливее в разы. Да, классно. Вообще. Потому что прописано действие, что нужно делать. И вот эти знания без действия – это ничего, это просто слова. Когда ты это пропускаешь через себя и делаешь что-то правильное, в правильный день, в правильный тон, вот тогда ты получаешь ответочку вот так. Хорошо, Да. то есть, ну, получается, что знание без дела мертво. Мертво вообще. Библиотека просто. Библиотека. Хорошо. Ну, слушай, я уже достаточно интересно слышал смысл. Я услышал, что знание без дела мертво, что деньги интереснее и естественнее получать в радости, Да. да? Что, делая малые шаги своевременно, человек получает еще больше радости и веры, и это его усиливает на то, чтобы получать еще большие результаты. Вот такие смыслы я услышал. Хочешь что-то добавить? У меня очень много мыслей в голове, но я хочу добавить то, что, оказывается, многие люди, они просто не знают, что бывает что-то другое, что способно поменять их мир за 13 дней, их жизнь. Вот все, что люди о себе думали, можно просто взять и за 13 дней перечеркнуть и не переживать о том, что это было, и получить за 13 даже дней что-то такое новое, что работает. Так вот, я вижу смысл как раз делиться этим, чтобы люди как-то через страх, через знакомых, через друзей, через каких-то, может быть, людей, которым они доверяют, делали те же самые шаги, получали прекрасные результаты и делились дальше. То есть это просто, вот это вот сарафанное радио, оно строится на доверии. И если тебя цепануло, цепануло, наверное, всех, то искреннее желание будет просто поделиться. Это так мы же люди, мы же так и живем. Ну ладно, вообще, а как у тебя прошел 13-дневный виток, вот этот последний, текущий? Какие ты сделал для себя подвижки по твоей жизни за это время? Подвижки. У меня очень сильно изменились мысли в плане ценностей. Я прописывала тоже ценности, там всякие разные свои важные вещи, которые мне нужны. И я открыла для себя, что я на самом деле раньше даже ставила цели, просто не свои. То есть как-то мне было... Я писала вроде как, что хотела, а тут у меня получилось так, что я написала просто от души. От души оно быстро откликается. Когда ты пишешь то, что тебя на самом деле радует или цепляет, вдохновляет, да, что заставляет тебя творить, то это просто очень быстро резонирует и срабатывает в живой жизни. А так, на самом деле, открыла очень многое. Я, оказывается, очень способная девчонка. Я не знала, Паш, честно, я клянусь, я об этом не знала. Я поздравляю Много тебя с мыслей. знакомством с тобой. Спасибо. Поближе приятно познакомиться бывает. Спасибо. Очень, очень, очень просто. Ладно, Юль, я очень рад, что у тебя все прям пошло. Благодарю тебя за то, что ты поделилась. Все, тогда я продолжаем. благодарю тебя. Конечно, Всё? обязательно. В путь. Тогда что? До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо. Bye.